В Соединенных Штатах Америки произошла катастрофа. Сломался президент. Произошло это в ходе предвыборной гонки. 5 ноября в Америке будут президентские выборы, и уже известны кандидаты от обеих партий. Снова Джо Байден от демократов и снова Дональд Трамп от республиканцев. Вчера прошли первые дебаты между ними, и для действующего лидера США они оказались разрушительным выстрелом в ногу и в другие части президентского тела. Все настолько плохо, что либеральные журналисты и политики-демократы абсолютно неиронично кричат, что надо срочно Байдена убирать и искать нового кандидата. А праймерис уже прошли. И никогда так никого за 4 месяца до выборов не заменяли в бюллетене. Сам Байден вроде как отказывается из президентской гонки выбывать. Но американская политическая сфера трещит по швам, рвет и мечет, плачет и скребется о стену. Ну, либеральная сфера. Консерватор — это, понятное дело, в экстазе. Сегодня поговорим с вами о том, что там такое случилось на дебатах, что самого могущественного человека в мире хотят сместить с выборов его же собственные союзники. Давайте начинать. Но перед этим посмотрим небольшое видео. Этот ролик выпустил избирательный штаб Трампа. Сам Трамп не говорит в этом видео ни слова, но полностью и корректное это видео передает ощущение от дебатов. Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID. Excuse me, with dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare, we're trying to provide housing for Black Americans. The impact on the choice. The idea that they're gonna, I'm proposing that everybody, the millionaires pay 1%. So no one I would not raise the cost of Social Security for anybody. I got my handicap, which when I was vice president, down to a 6. And wants to get rid of the ability of Medicare us to be able to negotiate drug prices with the big pharma companies. What I'm going to do is fix the tax system. For example, we have 1,000 trillionaires in America. Billionaires in America. No one was hurt. No one Israeli was accidentally killed, and it stopped. And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. Итак, дебаты. В этот раз их организовали не так, как раньше. На этот раз и Трамп, и Байден официально и с помпой отказались от услуг НКО, которая десятилетиями дебатами руководила. Кандидатам не понравилось, как дебаты вели в 2020 году. Модераторы теряли контроль над разговором, да и формат был слишком жесткий. Поэтому в этот раз дебаты провели в частном порядке на телеканале CNN. Начались они 27 июня в 9 вечера по нью-йоркскому времени. Большая часть страны за ними следила. По формату спикеру выделялось 2 минуты, чтобы ответить на вопрос, а его оппоненту минута на реакцию. Вне разговорного времени кандидатам отключали микрофон, потому что Трамп очень любит на дебатах перебивать, кричать и ругаться. Что же обсуждали? В целом обычные для современной американской политики темы. Нелегальная миграция, трата денег на войны в Украине и в секторе Газа, запрет на аборты, конечно. В прошлом году Верховный суд США отменил федеральную защиту права на аборты, и консервативные штаты сразу начали их запрещать. В общем, вопросы для дебатов были вполне ожидаемые, и можно было отлично выступить, если подготовиться. Проблемой для Байдена стали не темы обсуждения, а то, как он в итоге выступил. Мы с вами уже анализировали кандидатов на грядущих американских выборах и называли главную проблему Байдена в глазах избирателей – его преклонный возраст. Раньше демократы еще могли такие настроения игнорировать. Байден периодически толкал пламенные речи, в своем классическом стиле шутил с журналистами, ну и в целом подавал признаки жизни. Прошедшие же дебаты показали – дедушке нехорошо. С первых минут Байден говорил медленно, регулярно запинался и, самое хуже некуда, терялся в собственных мыслях. Президент США должен уж как минимум хотя бы четко формулировать предложение. Но Байден начинал с одной мысли, потом перескакивал на другую, еще и слова путал. В общем, производил впечатление уставшего и запутавшегося 81-летнего деда, коим он фактически и является. Ну как бы ладно, нормально терять мысль и забывать вещи в 81 год, если ты просто человек. Но президенту и кандидату в президенты так нельзя.
Он занимается самой важной работой в мире, а не в нарды играет. Давайте на конкретных примерах. Модераторы задали кандидатам вопрос про Medicare, американскую систему бесплатной медицины для пожилых. Эта тема для Байдена выигрышная, программа популярна, а он сам всегда был одним из ее главных защитников. Но Байден, отвечая на вопрос, начал что-то невнятно бубнить и в конце выдал фразу «Мы наконец-то победили Medicare». Everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. Что? Победили? Как? Где? Кого? Когда победили? Понятное дело, Байден просто перепутал слова. Ну, камон, ты президент сверхдержавы в эфире национального телевидения. Отвечаешь на легкий вопрос. Все, что нужно, проговорить, все нормально. У Байдена не вышло. Well, he's right. He did beat Medicare. He beat it to death, and he's destroying Medicare because all of these people are coming in. They're putting them on Medicare. They're putting them on Social Security. They're going to destroy Social Security. This man is going to single-handedly destroy Social Security. Затем, обсуждая войну в Украине, Байден умудрился записать Беларусь в страны НАТО, которым угрожает российская армия. He wants to reestablish what was part of the Soviet Empire, not just a piece. He wants all of Ukraine. That's what he wants. And then you think he'll stop there? Do you think he'll stop when if he takes Ukraine? What do you think happens to Poland? What do you think of Belarus? What do you think happens to those NATO countries? А когда речь зашла о возрасте кандидатов, Байден перешел на тему гольфа. Мол, я, говорит, лучше Трампа играю. Так что кто тут еще типа старый? И это стало самым оживленным спичем Байдена за все дебаты. Look, I'd be happy to have a driving contest with him. I got my handicap, which when I was vice president, down to a 6. But by the way, I told you before, I'm happy to play golf if you carry your own bag. Think you can do it? That's the biggest lie. He's a 6 handicap of all. I was an 8 handicap. Yeah. 8. But I have, you know how many... I've seen you swing. I know you swing. Okay, let's not act like children. President Trump, we're going to 21 turn. Let's not act like children. Так еще и речь Байдена была медленной, с хрипотцой, звучал он категорически несолидно. А когда говорил Трамп, Байден пустым взглядом смотрел в разные стороны и вообще выглядел, будто не понимает, где он, что происходит, какой сейчас год от Рождества Христова и куда он вообще попал. На фоне всего этого кошмара Трамп, Дональд Трамп, выглядел оживленным, увлеченным и даже моложавым. И это при том, что сам Трамп-то вообще-то не поменялся. В 2016 году на дебатах с Хиллари и в 2020 году на дебатах с тем же Байденом как раз Трамп выглядел немного сумасшедшим, потерянным и запутавшимся. Сейчас он выступал так же, но на контрасте с дедушкой за соседней трибуной Трамп был просто образцом ораторского искусства. Ну и да, он все еще пускался в личные оскорбления, покрикивал и наезжал на всех подряд. Но кого бы вы предпочли видеть в кресле президента? Агрессивного хулигана или резидента дома престарелых? Выбор неприятный, но очевидный. Дальше поговорим о реакции общественности и демократической партии. Сначала посмотрите небольшую рекламу нашу. Кто в панике, расслабьтесь, помощь не придет, ждать ее не надо. Это сообщение я однажды адресовал в Телеграме агитаторам. Теперь же его пора примерить каждому из нас. Причем сделать это вы можете буквально. В онлайн-магазине моего мерча продаются вот такие вот футболки с надписью. Будете в футболке ходить и немножко успокаивать ваших друзей и коллег. То же дело. Есть и другая успокаивающая цитата про ядерную войну. А еще можно к образу добавить вот такой вот шопер с длинной ручкой. В сумке вполне можно носить ноутбук. Там есть отдельный кармашек для мелочи или ключей, чтобы не покоцали устройство. Или для телефона, чтобы доставать было удобно. В магазине мерча есть даже фирменные носки. Надпись «До завтра» на них, как и на другом мерче, написана моим почерком. Такая же надпись есть и на кружке. Из нее можно, например, попить кофе или чаю. Кстати, у нас сейчас акция. Если купите любую футболку с другим товаром, получите скидку в 10 евро на эту покупку. А если футболку и худи в любой комбинации, то скидка будет уже 20 евро. Действует акция 3 дня с момента выхода этого ролика, так что поспешите. Все вещи качественные. Одежда и шопер пошиты и произведены в Португалии. Мерч доставляется из Европы по всему миру. Оплатить можно пока, к сожалению, только зарубежной картой. Заказывайте мерч по ссылке в описании. Будете носить, поднимать настроение себе и окружающим. Продолжаем.
Сразу после дебатов либеральные журналисты и сотрудники Демократической партии забили тревогу. Ведущие вполне либерального телеканала CNN были явно в шоке и даже не пытались обелить выступление Байдена. Ну а один источник в Демократической партии журналистам вообще заявил просто и понятно: «Нам, говорит, пиздец». На главных страничках сайтах «Политика» и «Нью-Йорк Таймс» сразу появились материалы о том, что демократам надо искать Байдену замену, и обсуждались способы это сделать, ведь праймерис уже прошли, и Байден на них победил. Буквально за один вечер ситуация накалилась настолько, что вся страна реально задумалась о смене одного из двух главных кандидатов в президенты – действующего президента. Такой дискурс кандидату явно не на пользу. Сейчас поднялся такой политический шторм, что в ближайшее время Байдена могут убедить сняться. Но что в таком случае делать? Как выбирать нового кандидата без праймерис? Официально кандидата в президенты выдвигает именно съезд партии, который у демократов пройдет в августе. В современную эпоху съезд – это формальность. Крупное мероприятие, которое служит для пиара и поднимает рейтинги кандидата. Но что если кандидата нет? В таком случае съезд будет работать по процедуре, которая существовала до середины 20 века, до появления праймерис. Тогда отделения партии в Штатах сами выбирали делегатов на съезд. Те приезжали и уже на месте выбирали кандидатов в президенты через собственное голосование. Как оно устроено? В современной демократической партии есть два вида делегатов – обычные и суперделегаты. Обычно это как раз те, кто обязан голосовать по результатам праймерис, члены местных отделений партии, которые символически кидают бюллетень в урну согласно воле граждан. Суперделегаты – это лидеры партии, конгрессмены, сенаторы, губернаторы, высшие партийные шишки и так далее. Им по последней реформе вообще запретили голосовать, если победитель праймерис известен. В случае снятия Байдена и обычные делегаты, и суперделегаты смогут голосовать за того, за кого захотят. И выбор нового кандидата в президенты США теперь будет именно за ними. Система голосования простая. У каждого делегата один голос. Для победы претендентов в кандидаты нужно набрать большинство, 50% плюс один делегат. Если большинство не набрал никто, съезд голосует снова, и снова, и снова, пока кто-то не получит большинство. До возникновения праймерис 10 и даже больше раундов голосования были обычным делом. Между раундами кандидаты и их союзники закулисно общались друг с другом и заключали сделки. Меняли поддержку в голосовании на какие-нибудь политические посты или уступки. Ну или просто агитировали друг друга. На потенциальном съезде без кандидата Байдена происходить будет то же самое. Что-то подобное, кстати, было в Америке совсем недавно. В январе 23 года конгрессменам в Палате представителей потребовалось целых 15 раундов голосования, пока они не избрали спикера Кевина Маккарти. Там правила такие же, как и на съезде. Голосуем до посинения, пока у кого-нибудь не будет большинства. В общем, пиар-мероприятие вполне может превратиться в политическую арену с битвой нескольких кандидатов за выдвижение. Но что это будут за кандидаты? Пока ничего не понятно. Никто никаких кампаний не начинал. Но варианты все-таки имеются. Вариант первый – Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии. О президентских амбициях Ньюсома известно давно. Он аккуратно наводил справки о том, кто будет его поддерживать в случае конкурентных праймерис. Калифорния – самый либеральный и самый населенный штат США. Будь Калифорния независимой страной, стала бы пятой экономикой мира. В общем, влияние у Ньюсома есть. И репутация не самая дурная. Он был замешан во всяких несерьезных скандалах во время ковида, не является каким-то обожаемым лидером среди избирателей, но особых вопросов его кандидатуру у демократов вызывать не будет. Да и политика у Ньюсома где-то посередине между умеренным и либеральным крылом демократической партии. Как раз то, что надо. Вариант второй – Гретхен Уитмер, губернатор Мичигана. Ее давно упоминали как вероятную кандидатуру в президенты из-за двух факторов. Во-первых, она популярный губернатор-демократ в колеблющемся штате, что поможет выиграть партии выборы в нем. Во-вторых, она женщина, а демократы давно хотят избрать женщину-президента. Уитмер стала известна всей стране, когда в 2020 году ФБР остановила правых радикалов, планировавших ее похитить. Взгляды у нее умеренные, и сторонники Байдена проголосуют за Уитмер легко. Вариант третий – Камала Харрис, действующая вице-президентка. Первая женщина-вице-президентка в истории США. Занимая такую должность, она выглядит очевидным выбором на замену Байдена. В конце концов, если бы он покинул пост президента, а не кандидата, то заменила бы его именно она. Но популярность Харрис хромает, и на должности вице-президентки она ничего особенно заметного и важного не сделала. Наконец, вариант четвертый – Мишель Обама, бывшая первая леди страны.
Ее муж, экс-президент Барак Обама, снова избираться не может, неформальное ограничение по срокам. Хотя либералам из американских пригородов его кандидатура очень понравилась бы. И раз Барак не может, то демократов вполне может устроить Мишель. За 8 лет президентства мужа Мишель выстроила прекрасную репутацию. Роль первой леди выполняла отлично и в целом показывала себя как прекрасный человек. Пойдя она на выборы, шансы на победу у нее были бы отличные. Проблема с кандидатурой Мишель в том, что ей самой это, кажется, совершенно не нужно. Журналисты часто спрашивали ее, не хочет ли она выдвинуться сама, и всегда та показывала, что нет, не хочет. Насильно человека в Белый дом не затащишь. Примерно так выглядит список самых очевидных кандидатур на замену Джо Байдену. Однако на открытом съезде случиться может все, что угодно. У демократов много других популярных кандидатов. Можно даже достать из сундука Берни Сандерса или Хиллари Клинтон, хотя это не лучшая затея. Сандерс хоть и формулирует внятно мысли, но он еще старше Байдена, ну а Хиллари просто ненавидят. Короче, открытый съезд будет непредсказуемым, и наблюдать за ним будет суперинтересно. Осталось узнать, согласится ли Джо Байден сняться. Пока говорит, что не будет. Если не снимется, перед Америкой встанет тяжелый выбор. Кандидат-уголовник или еле говорящий дедушка. Вот такие дела. Будем наблюдать. До завтра. Thank you.